Трамп полностью потерял контроль, чего не учли в Пентагоне и почему война в Иране может стать бесконечной, детали тайных переговоров. Радикальное решение президента, депутаты едут на фронт, кого из народных избранников уже ждут в военкомате. Ситуация катастрофическая, переговоры о мире в нокауте и вряд ли возобновятся, что сбило политиков с траектории перемирия. Флот уходит на дно, агрессор теряет важные корабли, армия, оружие и технику. Генштаб признал потери. Об этих и других самых главных событиях воскресного вечера 15 марта. Правильный выбор оставаться с нами. Обязательно досмотрите это видео до конца. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Поехали. Третий корабль за 2 дня. Подводный флот пополняет количество небоевых единиц. Об этом сообщает украинский Генштаб. После этого удара общее количество российских кораблей и катеров, потерянных во время войны, достигло 32. Накануне в Главном управлении разведки Минобороны Украины также заявляли об атаке на 2 российских судна «Славянин» и «Авангард». По данным разведки, железнодорожный паром «Славянин» был выведен из строя, а судно «Авангард» просто получило повреждения. Оба корабля играли важную роль в работе Керченской паромной переправы и использовались Россией для военной логистики. На них перевозили оружие, боеприпасы и военную технику. Теперь не перевозят. Мирные переговоры оказались под угрозой срыва. Война на Ближнем Востоке резко переключила внимание Вашингтона с украинского вопроса. Один из представителей ЕС прямо назвал ситуацию опасной зоной для переговорного процесса. Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины. Для нас и для Украины это катастрофа. Источники медиа говорят, союзников уже предупредили о возможных задержках в поставках американского вооружения, особенно систем противовоздушной обороны. Сейчас приоритет получают заказы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что Украина и страны Ближнего Востока фактически конкурируют за одни и те же вооружения. При этом, как отмечают источники Financial Times, Россия не демонстрирует готовности к компромиссам. По словам одного из участников неофициальных переговоров, в ближайшее время новые встречи могут вообще не состояться. В Евросоюзе также растет скепсис относительно успеха переговоров без усиления давления на Москву. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Белый дом пытался убедить Дональда Трампа занять более жесткую позицию по отношению к России. Он даже привез карты и аналитические материалы, чтобы аргументировать необходимость усиления давления. Но по данным источников, американский президент не проявил большого интереса к детальному обсуждению темы. Более того, американские чиновники сообщили европейским партнерам, что новые санкции против российской нефтяной отрасли пока не рассматриваются. В Киеве также считают, что Россия не готова к реальному прекращению войны и продолжают настаивать на требованиях, которые Украина принять не может. В начале 2026 года Украина и Россия при посредничестве США провели несколько раундов переговоров. Последняя встреча состоялась 17-18 февраля в Женеве. Следующий раунд планировали провести 5 марта в Абу-Даби, но его перенесли после начала ударов США и Израиля по Ирану. Когда переговоры могут возобновиться, пока неизвестно. Президент Украины недавно назвал подготовку к этим переговорам, цитирую, «целой Санта-Барбарой». Президент отправляет депутатов на фронт и готов для этого поменять законы. Зеленский сделал жесткое заявление в адрес Верховной Рады и предложил радикальное решение для депутатов, которые хотят сложить мандат. По его словам, такие парламентарии должны идти служить в армию. Зеленский об этом сказал журналистам, комментируя провальное голосование в Раде по законопроектам, принятия которых требует, в частности, Международный валютный фонд. Поэтому идея может показаться попыткой повлиять на парламент. По словам Зеленского, еще с первых дней полномасштабного вторжения России были депутаты, которые хотели сложить мандат, но сейчас в стране действует военное положение, и государство необходимо защищать. Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт. Если не служишь государству в парламенте, служи государству на фронте. Это мой подход. Документ, который провалили депутаты, предусматривал введение международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Правительство якобы планировало внести к нему ряд поправок. Среди них отмена льготы на посылки до 150 евро, введение НДС для предпринимателей и сохранение повышенного военного сбора на уровне 5% даже после окончания военного положения. Якобы этого требовали в МВФ. Теперь Кабмину придется регистрировать новый законопроект, чтобы выполнить обязательства.
Европейская страна пошла против США. Правительство отклонило 2 запроса Вашингтона на пролет военных самолетов, которые должны были пройти через швейцарское воздушное пространство в воскресенье. При этом 3 других рейса были разрешены. Среди них 2 транспортных самолета. Власти Швейцарии объяснили, что решение связано с политикой нейтралитета. По швейцарскому законодательству страна не позволяет использовать свое воздушное пространство сторонам конфликта для выполнения боевых задач. В Берне также предупредили, что могут и дальше отказывать в подобных разрешениях, если число таких полетов будет расти или если их цель будет связана с военными операциями. Если не оккупация, то уничтожение. Дональд Трамп намерен нанести новый мощный удар по одной из самых важных иранских целей. Американский президент заявил, что операция может повториться, несмотря на угрозы Ирана ответить эскалацией. По его словам, страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, должны сами участвовать в защите этого маршрута. Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие государства направить в регион военные корабли для охраны судоходства и пригрозил новым ударом по иранскому острову Харг, одному из ключевых центров нефтяного экспорта страны. Получается, я начал, а вы расхлебываете. Тегеран в ответ заявил, что усилит атаки после ударов США по иранским объектам. Медиа пишут, что иранские силы уже запускали ракеты и беспилотники по целям, связанным с США, включая энергетическую инфраструктуру и дипломатические объекты в регионе. Иран предупредил гражданских держаться подальше от мест, связанных с американскими интересами. Политический скандал в США. После закрытых брифингов в Пентагоне и Белом доме сенаторы выступают с резкой критикой президента. Что же было на этих секретных встречах такого, что теперь вся поддержка страны, находящейся в режиме войны, может пойти под откос? Сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что администрация Дональда Трампа фактически потеряла контроль над военной операцией. Говорит, Белый дом недооценил возможности Ирана и начал военную кампанию без понятного плана для ее завершения. Все наши разведывательные оценки говорили администрации, что проведение воздушной кампании вряд ли приведет к смене режима. Каждому президенту всегда было известно, что Иран перекроет Ормузский пролив, если предпринять подобные военные действия. И мы всегда знали, что у нас на самом деле нет способа это предотвратить. Таким образом, администрация, по сути, начала войну, исход которой она не контролирует. Еще одной проблемой сенатор назвал противоречия в целях военной операции. Публично Дональд Трамп говорит о необходимости остановить иранскую ядерную программу и даже допускает смену режима в Тегеране. Но на закрытых брифингах, по словам Мерфи, военные подтверждают, что ядерные объекты Ирана не являются целью ударов, а планов по смене власти в стране нет. Сенатор также предупредил, что у США нет четкой стратегии против иранских беспилотников и сетей союзных группировок в регионе, одна из которых, йеменские хуситы, уже заявили о блокировании еще одного пролива, важного для мировой торговли. При этом государства Персидского залива, по словам сенатора, уже начинают испытывать нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО. Все это увеличивает риск затяжной войны без понятного финала, и сенатор предупреждает, что конфликт может перерасти в бесконечную войну, которая будет только расширяться. А пока политики всем миром пытаются предотвратить перекрытие Ормузского пролива, хоть Иран и утверждает, что тот открыт для судоходства, кроме кораблей тех стран, которые ведут с Тегераном войну, Великобритания ищет способы восстановить торговлю. Мы действительно хотим работать с нашими союзниками, и есть ряд вещей, которые мы можем сделать, включая использование автономного оборудования для поиска морских мин. И с точки зрения Великобритании мы сохраняем санкции против России. Мы считаем крайне важным послать четкий сигнал Путину по этим вопросам, но в более широком плане мы должны стремиться к завершению этого конфликта. На этом фоне Украина и ряд европейских стран резко раскритиковали решение США временно разрешить продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые оказались заблокированы в море из-за санкций. Вашингтон ввел такую временную отсрочку, чтобы стабилизировать энергетические рынки, которые резко отреагировали на войну в Иране. Однако это решение может осложнить усилия Запада по сокращению доходов России от экспорта нефти, и Трамп несколько раз подчеркивал, что все это только на время войны. Но как знать, почему и как надолго она затянется? А как вы думаете? Пишите в комментарии обязательно.
Казахстан проголосовал. Явка уже утром превысила 50%, а значит, по закону, референдум уже признан состоявшимся. В стране проходит масштабное политическое голосование, республиканский референдум по принятию новой конституции. Инициирован он был президентом. Избирателям задают один только вопрос: принимаете ли вы новую конституцию Республики Казахстан? Проект новой конституции предполагает несколько крупных изменений в системе власти, среди них введение должности вице-президента, а также создание нового политического органа Народного совета Казахстана. Он должен стать площадкой для общенационального диалога и обсуждения ключевых государственных решений. Документ также предусматривает перераспределение полномочий между ветвями власти. Сами власти заявляют, что это должно усилить систему сдержек и противовесов и укрепить политические институты страны. Но вряд ли они могли заявить что-то другое. Если граждане поддержат изменения, новая конституция вступит в силу 1 июля. После этого действующий парламент будет распущен, а новые парламентские выборы должны назначить в течение месяца. Подсчет голосов может занять до 12 часов после закрытия участков, и мы обязательно будем держать вас в курсе. Этот референдум стал уже 7-м голосованием по основному закону страны с момента обретения Казахстаном независимости в 1991. А в прошлом выпуске еще одна страна внезапно объявила Украине войну. В США на самом высоком уровне одновременно опровергли информацию о колоссальных потерях техники и все же частично подтвердили, что проблемы есть. На фронте тем временем резкий разворот. Украинские защитники добились стратегического перелома, который меняет логику ближайших недель. Операция Массада заставила один из самых мощных режимов включить беспрецедентные меры безопасности, а Джей Ди Вэнс неожиданно призвал перестать воевать. И это прозвучало так, будто вице-президент пошел наперекор линии Трампа. Что же будет дальше? Если вы еще не видели, обязательно посмотрите. А мы встретимся уже утром.